Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале Мир автотехники. И у меня в заключительном обзоре, как я уже говорил ранее, будут еще значимые легендарные автомобили СССР, которые оставили свой след в истории отечественного автомобилестроения. ВАЗ-2121 Нева. Первый малогабаритный внедорожник не только в СССР, но и во всем мире. Считается, что эпоха кроссоверов началась именно с этой модели. Задачу сделать этот автомобиль поставил перед ВАЗом председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Задача была не из легких, но конструкторы ВАЗ с этой задачей справились, и на свет появился именно этот полноприводный автомобиль. Решение о постоянном полном приводе было принято конструкторами из-за экономии, чтобы уменьшить нагрузку на трансмиссию. При сборке Невы использовались детали от легковых «Жигулей». Модель полюбили не только в Советском Союзе, но и в Европе. Стоимость тюнингованных Нив доходила до стоимости Мерседесов. Спрос был достаточно велик. Эти автомобили продавались более чем в 100 странах мира. Ее собирали в 6 странах – в Бразилии, Эквадоре, Чили, Панаме, Канаде, Греции. Во многих странах до сих пор существуют клубы любителей Нив. Ни для кого не секрет, что трехдверная Лада 4х4 не предназначена для покорения скоростных рекордов, о чем говорят цифры. Чтобы ускориться с места до 100 км, внедорожнику необходимо 19 секунд, а его скорость ограничена на отметке 137 км в час. Да и аппетит Невы умерен не назовешь. В смежном цикле она кушает 10,8 литров бензина, а в городском режиме расход топлива может достигать 13 литров. Но проходимость этого автомобиля все прощает. На передних колесах применена независимая подвеска многорычажной схемой, винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, а на задних зависимая подвеска с жесткой скручиваемой балкой, телескопическими амортизаторами и винтовыми пружинами. ЗАЗ-965 Запорожец. Сложно говорить об автомобилях советской эпохи и не вспомнить о знаменитом Запорожце. С середины 50-х годов запросы населения на недорогой компактный автомобиль стали принимать все более массовый характер. И правительство поручило разработать недорогую компактную машину для народного пользования. Таким автомобилем стал ЗАЗ-965, созданный на Запорожском автозаводе. За основу был взят популярный тогда Fiat 600. Но к чести отечественных конструкторов следует отметить, что их детище, в народе прозванных горбатым запорожцем, не является слепой калькой итальянца. Многие техузлы были серьезно изменены. Но в 1960 году, когда модель была запущена в серию, вылезли у народного автомобиля много недостатков. Это перегрев двигателя в жаркое время, маленький багажник, устаревший на тот момент дизайн и так далее. Но эти недостатки не оттолкнули людей от ЗАЗ-965. Он стал поистине народным автомобилем. Снимался он в таких фильмах, как «3+2», «Королева бензоколонки» и многих других. Появлялся горбатый и в мультфильмах «Ну погоди» и «Каникулы в Простоквашино». 965 вдохновил разработчиков на следующие эксперименты. На его основе в 1966 году был выпущен ЗАЗ-966 «Ушастый запорожец». Свое прозвище получил из-за круглых, выделяющихся на фоне остальных обводов автомобиля в устах-заборнике. В более поздних моделях уши купировали, но прозвище осталось. УАЗ-469 – автомобиль повышенной проходимости. Стал преемником предшественнику ГАЗ-69. Его выпускали на Ульяновском автозаводе более 30 лет, с 1972 по 2003 год. С 1985 года после модернизации автомобиль стал выпускаться под индексом УАЗ-3151. По задумке конструкторов, УАЗ должен быть надежным, прочным и всепроходимым утилитарным автомобилем на испытанных агрегатах отечественных газовых автомобилей. УАЗ-469 имел пятиместный кузов со съемным брезентовым верхом и боковым остекленением, а также откидываемой задней пятой дверью.
Кузов крепился на жесткой и прочной лонжеронной раме. Дорожный просвет достигал 300 мм у военной версии и 220 мм у гражданской. На переднем мосту монтировались отключаемые ступицы, что позволяло отключать передний мост и снизить расход топлива при езде по шоссе. Позднее стали применять быстроотключаемые или самоблокирующие муфты. С 1983 года на машину установили двигатель УМЗ-414 мощностью 77 лошадиных сил. Модернизированная в 1980 году версия УАЗ-3151 имела уже дополнительно гидропривод включения сцепления, новые осветительные приборы, омыватель лобового стекла, ведущие мосты повышенной надежности, двухконтурную тормозную систему и двигатель УМЗ-417 мощностью уже 80 лошадиных сил. УАЗ-469 в 2010 году установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. Внутри него поместилось 32 человека с общим весом 1900 кг. Было выпущено много модификаций. Одна из них – знаменитый УАЗ-452 «Буханка». «Москвич-412» – это, пожалуй, один из самых знаменитых советских легковых заднеприводных автомобилей, который прославился своими выдающимися спортивными достижениями на многих международных соревнованиях. Выпускался с 1967 по 1977 год на заводе МЗМА АЗЛК и с 1967 по 1998 год на Ижевском автозаводе. 412 пришел на смену 408, но фактически был модификацией с более мощным двигателем. Мощность двигателя 65 лошадиных сил. Максимальная скорость машина развивала 145 км в час. Разгон до 100 за 19 секунд. Двигатель УЗАМ-412 на 1,5 литра. В первые годы он активно отгружался на экспорт. В 1969 году была выполнена модернизация, в результате которой усилили пассивную безопасность кузова, установили ремни безопасности, мягкие элементы салона, двухконтурную тормозную систему и клыки на бамперах. Характерным элементом 412 стали квадратные фары производства ГДР. На основе базовой модели были созданы универсал «Москвич-427» и фургон «Москвич-434». Как я уже ранее говорил, «Москвич» благодаря надежной, живучей конструкции, относительно мощному двигателю и таланту гонщиков, неплохо выступали на трансконтинентальном марафонском пробеге Лондон-Сидней в 1968 году, а это 16 тысяч километров, и занял 4-е место в общекомандном зачете. Участвовали в туре Европы в 1971 году, Золотые пески, этап чемпионата Европы Болгария в 1971 году, Западные сафари Аргунту в Нигерии в 1973 году и многих других. В этих пробегах москвичи соревновались в том числе с наиболее дорогими, крупными и мощными автомобилями. Был автомобиль также не менее любим и у простых автолюбителей. Среди достоинств автомобиля числится надежная конструкция, высокая ремонтопригодность, дешевизна в обслуживании и большой дорожный просвет. Из этих обзоров можно сделать вывод. Бесспорно, мы привыкли воспринимать автопром времен СССР как нечто недостаточно развитое, а советские автомобили списаны из зарубежных. Но не стоит забывать, что у советских производителей машин были свои легенды, обладающие собственными достоинствами, порой интересные и успешные, которые оставили свой след в истории. Были, конечно, и не менее популярные автомобили, такие как ГАЗ-М1, ГАЗ-69, Москвич-400 и 401, машины АЗЛК, АК и так далее. Но о них у меня отдельный будет обзор. И если мой обзор был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всего вам хорошего. Пока-пока.